Свитерок. Здрасте, с вами Даня Крастер и команда Build Not Bombs. И сегодня мы подготовили для вас кое-что реально упоротое, странное, но и в то же время, можно сказать, с натяжкой полезное. Вопрос поставим так. Можно ли зарядить телефон от свитера? И да, кстати, если вы теряете нас из виду на ютубе, переходите в телеграм-канал. Это единственный способ связи сейчас. Я туда пощу всякие новости, некоторый контент. Ну, в общем, сами разберетесь. Ссылка. Почему именно свитер? Я думаю, все замечали такую штуку, когда трешь ногами об шерстяной ковер или об какую-то шерстяную вещь, там одеяло, волосы встают дыбом, и ты можешь кого-нибудь шандарахнуть током. Так вот мы подумали, какого хрена статическое электричество бьется током, ничего полезного не происходит. Давайте статическое электричество заюзаем. Именно поэтому мы взяли вот этот шерстяной свитерок. Вообще, многие уже подсознательно приходят к тому, что огромная часть открытий начинается или с древних людей, или с древних греков. Только если первые вынуждены искали чего полезного открытия и эволюционировать. Вторые, в нашем случае в лице Фалеса Милецкого, делали сенсации по типу «если потереть янтарь о шерсть, он каким-то волшебным чудом будет притягивать к себе перья и песок». Между прочим, так появилось то самое название – электрон, что с древнегреческого на понятный означает янтарь. Но янтарь можно заменить и эбонитом. Подобный эксперимент, кстати, вы могли видеть в школе на опытах по физике. Эбонитовая палочка. Эбонитовый трехчлен. Древние умы делали много странных штук, а вот нынешние бьются над загадкой багдадской батарейки. Реально ли из сосуда, щелочи в качестве электролита и из железного стержня древние сделали электрический разряд? Плюс нахрена он был им нужен за 2000 лет до нашей эры? Непонятно. Хотя это мог быть застрявший в древнем Багдаде путешественник во времени, пытавшийся хоть как-то чем-то свою буханку времени запитать. И, блин, каплю электричества-то выжать из этого изобретения можно было. Но это же были времена и локация Вавилона, и плюс неожиданное многоязычие. Так что по-любому никто не смог сразу и на всех языках объяснить, нафига эта батарейка. Это сейчас уже возможно посмотреть видео инженеров и научпоперов со всего мира о теории ее происхождения, нажав всего одну кнопку в Яндекс.Браузере. I understand you like to learn about Baghdad batteries. Странный. Я уважаю это. Со мной все в порядке. Это древняя батарея, найденная в окрестностях. И, возможно, существует такая технология перевода видосов 2000 лет назад. Мы получили и батарейки, и электричество, и, может, даже огромное вавилонское чудо света размером с 300-этажный дом. Хотя, скорее, этот браузер стал бы чудом света. Некоторые электроны перемещаются от одного из... Тип, зачем что-то строить, когда можно было бы залипать, смотря видосы, получая все знания мира с понятным голосовым переводом через Яндекс.Браузер? Короче, хорошо, что мы хотя бы сейчас получили такую технологию, и любой может доходчиво получить любое знание этого мира без языкового барьера. И ты можешь просто скачивай Яндекс.Браузер на телефон по ссылке и тестируй фичу. Конечно, конечно. Как раз на английском языке мы нашли другие материалы, которые могут легко отдавать или забирать электроны при трении. Многие современные пластики отлично справляются с этой задачей, в разы лучше, чем эбонит и янтарь вместе взятые. Следующая штука, которая у всех ассоциируется со статическим электричеством еще со времен школы, это электрофорная машина. Она умеет создавать электричество буквально из ничего, но точнее из силы наших мышц, вращающих ручку. Штука простая, как 5 копеек. 2 диска, несколько кусков алюминиевого скотча и пара электродов и токосъемников специальной формы. Такая штуковина способна создавать ощутимые разряды, в которые пальцы лучше не совать. Прямым развитием такого прибора является аппарат Ван де Граафа. Он хоть и выглядит по-другому, но назначение у него точно такое же – генерировать статику. И этот аппарат умеет делать это лучше чего бы то ни было. Такой аппарат спокойно генерирует миллионы вольт. Генератор Ван де Грааф – отличная группа, кстати, да и само изобретение огонь. Статическое электричество через натирание янтаря об овцу, а разряд в 7 мегавольт от господина Ван де Грааф не хотите ли? Аж волосы встают дыбом, в прямом смысле этого слова. Статическое электричество от генератора Ван де Граафа настолько сильное, что заряженные предметы пытаются разлететься кто куда.
Но во всех этих генераторах используется совершенно другой принцип. Они работают на перераспределении зарядов электрическим полем. А наша сегодняшняя задача – получить мощность именно со свитера. Но тереть палочку не очень эффективно и годится лишь для кабинета физики. На практике нам такое мало поможет. Следовательно, нужно сделать такое устройство, которое будет от постоянного вращения выдавать мощность. У нас в голове есть пара идей, так что приступаем к крафту. Для начала по-быстрому рисуем пару кружков и вырезаем их из фанеры. Основная наша идея в том, чтобы сделать простой электростатический генератор на основе свитера и потом сделать схему, которая сможет превратить статическое электричество в обычное. Да, согласен, электростатические генераторы делали пару веков назад, когда никаких ЧПУ не было, а люди обрабатывали древесину не с помощью современной наждачки, а натурально с помощью шкурки. А именно куска выделанной шкуры акулы. Но даже самые простые лабораторные приборы делались неделями и даже месяцами. Ученые тех времен жизни положили на придумывание новых принципов и оборудования, терпя неудачи и находя новые решения. Мы же ускоряем по максимуму этот процесс. Основа генератора – это барабан из легко электризующегося материала. Наша команда искала такой материал по всей мастерской, натирая шерстью все, что под руку попадется. Самый лучший результат в плане электризации выдал вспененный ПВХ-пластик. Из такого пластика делают рекламные щиты и кучу всего еще. Вот только такой пластик идет в виде листов, а нам нужен относительно ровный барабан. Но не беда. С помощью куска трубки, 2 фанерных кругов и термофена, который работает только если его периодически пиздить, мы начинаем формовать окружность. Задача выглядела простой. Главное хорошо и равномерно прогревать лист. Лист вообще ни в какую не хотел нормально заворачиваться. Ебучий термофен периодически то не включался, то дул холодным воздухом в самый неподходящий момент. Так что каждые 10 сантиметров нам приходилось подтягивать лист саморезами. Под конец мы начали притягивать лист с помощью автомобильных стяжных ремней, и дело наконец-то пошло быстрее, но запарились мы знатно. Лист отрезали с запасом, так что, чтобы барабан был гладким и круглым, лишнее нужно подрезать, выпирающие части прогреть еще раз и стянуть, а край заклеить. Мы особо не жалуем термоклей, но по иронии судьбы он достаточно неплохо клеит вспененный ПВХ. Нам нужно получить довольно ровный край, потому что барабан будет тереться о свитер, так что нам предстоит удалить все лишнее и как-то убрать все заусеницы и потеки клея. Следующий этап в крафте – это сделать раму прибора. Мы будем делать все из фанеры. Не самый лучший материал для генератора, банально потому что фанера пропускает статическое электричество и генератор потеряет пару процентов эффективности. Из фанеры вырезали лист в качестве основания, 2 ножки и 2 шайбы, которые будут держать барабан на своем месте. А пока мы закрепляем алюминиевую ось внутри барабана при помощи эпоксидного клея, давайте снова окунемся в историю. Слыхали про Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Вольта, придумавшего батарейку Вольтов столб? Идея была сложной, но выверенной. Саня Вольт опустил пластины цинка и меди в кислоту с щелочью, получив непрерывный электрический ток. Фактически придумав первую зарядку АК-батарейку. Это ща, кажется, дошел до магазина и купил батарейку на сколько угодно вольт, а тогда это реально десятилетиями ломало мозг людям. Да они даже слов еще таких не знали. Если вы слышали про Вольта, то такие звезды как Джоуль, Ампер и Ом как раз появились благодаря его открытию. Надо же было начать замерять и переоткрывать его разработку. Пора установить барабан на свое законное место. Ах да, мы же не рассказали, что делаем. Чтобы немного прояснить суть, давайте я покажу вам вот эту картинку. Принцип довольно прост. С одной стороны стоит барабан, об который трется кусочек электризующего материала, а с другой стороны токосъемник. Мы тут нагуглили табличку, что какие заряды притягивает. Если взять разные материалы, которые максимально далеко друг от друга по табличке, то при их трении будет образовываться заряд. Чем ближе к центру таблички, тем меньше заряда. Вернемся к истории электричества. Угар с янтарем привел к созданию первой электростатической машины. Огромный шар из серы, который сначала придумал, а после люто натирал Отто фон Геррике, дабы наблюдать, как тот в темноте светится и приятно потрескивает. Маза в том, что Отто первым увидел так называемую электролюминесценцию от статического электричества, хотя не так давно это и было, буквально в 1663 году. Возможно, конечно, подобные открытия были и раньше, но, к счастью, Святая Инквизиция в те годы уже успокоилась, разрешив заявлять о подобных чудесах. Как легко догадаться, с тех пор люди науки начинали натирать все, что под руки попадается. И не зря.
Вот мы и делаем что-то подобное, только у нас барабан из ПВХ, и тереть мы его будем шерстью. На всякий случай мы еще заклеили скотчем клеевой шов, чтобы свитер не цеплялся. Теперь надо подумать о токосъемнике. Как показали эксперименты за кадром, с листа ПВХ довольно эффективно снимает заряд обычная металлическая сетка. Мы решили не изобретать велосипед, потому что мы его уже изобрели в одном из прошлых наших видео «Электрокостюм от комаров». Дико угарный проект был, гляньте по ссылке во всплывающей подсказке, но только после того, как досмотрите это видео. В этом видосе мы придумали одну технологию и сейчас повторим ее с некоторыми изменениями. Из ПВХ сделали раму токосъемника, и теперь осталось только придать ей форму барабана. А после того, как форма готова, наляпываем на нее сетку токосъемник с помощью термосоплей. При трении разных материалов некоторые из них отдают электроны, а другие, наоборот, притягивают. Если потереть ПВХ шерстью, то шерсть отдаст электроны, и они останутся на пластике. Естественно, доступных электронов что в шерсти, что в пластике не очень много. В итоге, когда их перетянется достаточное количество, система перестанет работать как надо. Лишние электроны нужно будет куда-то деть, а недостающие восполнить. Собственно, именно лишний заряд мы сбрасываем, когда сначала долго ходим в свитере, а потом касаемся дверной ручки. Токосъемник будет стоять практически в упор к барабану, и чтобы случайно не поцарапать нежный ПВХ и самим не цепляться, обклеим все острые части скотчем. Ну и сделаем простенький держатор-изолятор из фанеры. Странно, не ловит. А это потому, что ловить пока нечего. Токосъемник-то мы сделали, а вот электризовалку еще нет. Но с этим как раз меньше всего проблем. Прикладываем лист к барабану, чтобы отметиться уже по месту. Выставляем все как можно точнее и отмечаем. Затем идем на распиловочный и отрезаем заготовку нужного размера. Теперь получившийся параллелепипед прикручиваем саморезами через петлю на раму. Эта деталь в будущем будет прижимом. Проект делается без явных чертежей, если не считать рисунок маркером на доске, так что точность тут явно будет излишней. Тем не менее, у нас с самого начала был какой-то план действий, и мы пытались ему следовать. Мы быстро поняли, что делать все по месту – самое верное решение. Сейчас мы делаем прижим для свитера, а чтобы он хорошо прижимал и обеспечивал полный контакт свитера с окружностью барабана, нам придется его отформовать с помощью термофена. Как я уже говорил, барабан отбирает электроны у свитера, а чтобы свитер восполнял запас живительных переносчиков заряда, под него тоже нужно подложить сетку и подключить к ней провод. Заодно сетка будет немного пружинить и увеличит площадь механического контакта. Естественно, под собственным весом прижим будет работать так себе, так что поможем ему канцелярскими резинками, а для этого вкрутим несколько саморезов. Ко второму токосъемнику тоже прилепим провод, и можно начинать первые испытания. Вот она, первая искра. Слабенькая, но свитер тоже не лучший генератор тока. Иначе люди бы их не носили на себе. Придется сделать конденсатор. И сперва мы хотели сделать лейденскую банку. У нас даже что-то получилось, и искра стала заметно жирнее. Но искра проскакивала довольно редко из-за потерь. Тем не менее, самодельная лейденская банка из скотча и фольги вполне себе работает. Это, между прочим, главное прогрессивное электрооткрытие 18 века. Первый электрический конденсатор. Придуманный и открытый не хер знает кем, а учеником Исаака Ньютона. Питером Ван Мушенбруком.
Схематично она напоминала багдадскую батарейку, только была способна накопить достаточно энергии для ощутимой такой искры. Исторически первым человеком, которого хорошенько жахнуло искусственным током, можно смело считать подмастерье Мушенбрука, Кюниуса, о чем свидетельствуют письма тех лет. Забавно прикидывать, как Мушенбрук ему такой: «Эй, зацени чё, потрогай эту херню». «Да не ссы, хватай двумя руками». И вот он уже готов, первый человек с электроударом. Что еще забавно, только после этого многих рыб начали называть электрическими, найдя схожим эффект удара. Спасибо мазохистам за сравнительные научные названия. С несколькими лейденскими банками и передачей тока на расстояние так вообще начали вытворять приколы в духе «встаньте в ряд, возьмитесь за руки, а я ща по вам электроток пущу». Никакой техники безопасности тогда не существовало, только бесстрашие и классические лузы. С тех пор в конце средневековья начался сущий электрический кошмар. Проводились бесконечные эксперименты, создавались приборы, электричеством лечили людей. Поговаривали даже, что кого-то им оживили аки-дефибриллятором. Что вполне так-то реально за счет сокращения сердечной мышцы от удара. На этих же слухах, кстати, родился тот самый ужастик – Франкенштейн. К тому времени электростатика уже стала полноценной наукой, как и электродинамика. В общем и целом электричество хайповало в научных кругах. Ну и ладно, конденсатор у нас есть, а вот руки скоро отвалятся. Крутить барабан в рукопашную мы будем только если попадем на шоу «Поле чудес». Но и Кубовича в нашей команде нет, так что поставим двигатель. Для начала обрезаем ось и вкрутим анкер. За его резьбу мы будем вращать нашу чудо-установку. Помните наш самодельный гончарный круг? Совсем недавно видос был, что значит не помните? Открывайте еще вкладку и смотрите еще его. Хороший проект был. Но вот незадача, нам нужен двигатель. Этот двигатель кочует у нас из проекта в проект, каждый месяц меняя место работы. Осталось немного. Придумать, как все это закрепить и заставить вращать нашу машину по вытягиванию электронов. Двигатель у нас с редуктором, и вращать так же быстро, как мы это делали руками, не может физически даже с частотником. От этого потери превысили КПД, и искра проскакивать стала реже, а с самодельным конденсатором искра была чудом. Поэтому мы начали экспериментировать с другими способами сделать конденсатор из подручных средств. В конце концов нам надоело, и мы поставили фабричный. Так стало заметно лучше, и можно приступать к следующему этапу. Вернемся к нашей чудо-установке. Получившуюся энергию нужно как-то преобразовать в удобоваримый формат, а именно получить из нескольких тысяч вольт статического электричества немного электричества обычного напряжением пониже. В этом нам поможет высоковольтный трансформатор, который есть почти в каждой машине, не считая дизельных, а именно катушка зажигания. В нормальных условиях она принимает на входе 12 вольт и выдает на выходе несколько тысяч, которые дают искру. Но у нас все в точности да наоборот. Подавая на вход катушки через разрядник в виде свечи зажигания высокое напряжение, на выходе мы получим низкое напряжение. И это как раз та энергия, которую мы сможем собрать и использовать. Больше всех в стремлении получить электричество на халяву отличился Бенджамин Франклин. Возможно, видели его на 100-баксовой купюре. Так вот, он пытался доказать, что молния — это тоже электричество, используя железный ключ воздушного змея и разгар грозы. Как говорится, не повторяйте такое на улице, дома и вообще нигде не повторяйте. Справедливости ради, у него и это получилось. Как и получилось прикинуть кучу вещей, работавших через электричество, придумать всяких обозначений в духе плюс-минус, заземлений, молниеотвод. Короче, понял, как же легко да просто получить электричество в его время. Статическое электричество еще долго приводило в шок обычных людей. В США даже есть гора с названием Electric Peak. Назвали ее так благодаря путешественникам, у которых на вершине после грозы посыпались искры из рук и волос. Короче, гора, где все становятся Рейденами из Mortal Kombat. Найс.
Для тестов решили подключить обычный светодиод. От статического электричества он мгновенно сгорает и не светится, а в нашем тесте через катушку он должен периодически вспыхивать. А это значит, что у нас все получилось и пора придумать, куда собрать энергию. Конденсаторов тут будет маловато, но человечество придумало штуку поинтереснее. Суперконденсаторы-ионисторы! Их даже сперва думали использовать в качестве аккумуляторов для электромобилей, пока не появились мощные литиевые. Емкость одного такого синего бочонка в сотни тысяч раз больше, чем емкость огромной лейденской банки, а значит нам придется попотеть, чтобы зарядить батарею таких суперконденсаторов. Но чтобы их зарядить, придется собрать простенькую схему, которая будет принимать на входе переменный ток с катушки зажигания и превращать его в постоянный ток для зарядки конденсаторов. Теперь получившуюся схему подсоединим на выход катушки, подключим какой-нибудь измеритель напряжения и начнем вращать генератор. Мы специально поставили камеру на таймлапс, чтобы посмотреть, идет зарядка или нет. За довольно короткое время мы зарядили ионисторы на 0,2 вольта, так что оставили аппарат в таком режиме на пару суток. А теперь момент истины. Насколько зарядится телефон и если подключить его к заряженным ионисторам. Напрямую подключать нельзя, поэтому мы взяли плату от самодельной зарядки от костра, которую мы делали очень давно. Она стабилизирует напряжение и позволит нам не сжечь телефон. Подключаем разъем, подключаем телефон и теперь подсоединим эту плату к выходу самодельного модуля накопителя-зарядки от свитера. О, зарядка пошла. Сработало. Интересно, насколько получится зарядить телефон. По самым оптимистичным подсчетам, на процент может быть чуть больше. Потом у ионисторов закончится заряд и нужно будет крутить генератор по новой. Оставим еще на пару суток. Какая же грандиозная и тупая херь. Но, внимание, вопрос. Сможет ли вот эта вот установка, которая достаточно мобильная, чтобы поместиться в карман, зарядить телефон современный? До этого она крутилась 2 суток. Давайте посмотрим, что произойдет. Чпынь. Ха! Сука. Ой, перестал заряжаться. Ну ничего, мы еще 2 суток покрутим и можно будет еще зарядить. Мы тут подсчитали, чтобы зарядить вот такой вот телефон, вам потребуется примерно плюс-минус 180 дней. 180 дней, Карл! Но эта установка работает. Они будут писать нам про КПД. Они будут писать нам про КПД. Ныне статическое электричество уже отлично изучено. Юзают в порошковой окраске, производстве одежды, готовке еды. А самостоятельно мы уже знаем, как его получить и от пакета, и от свитера. Хотя, оглянувшись вокруг, если бы его так рано не нашли, многого из уже обыденных вещей просто не было бы. С вами был Даня Крастер и лаборатория БНБ. Спасибо за лайк, а мы погнали экспериментировать и погружаться в историю дальше, чтобы готовить для вас очередной годный контент. Если у вас есть желание поддержать проект, в телеграм-канале есть сервисы, где это можно сделать. Кроме того, я довольно активно его веду, все новости по видео и много чего еще уже там. Переходи и зацени. А вот теперь все, покедова.